Зашли на сервер, можно начинать. На связи Ваня Рукарт, и это... 6-я серия «Будни разработчика» на Backrusha Old. В этой серии вы увидите, как я добавил административные формы и административный рекон. Перед началом всех хочу поздравить с наступающим 2025 годом. И хочу сказать, что новое видео уже будет после Нового года. И надеюсь, что оно будет записано уже на мой новый микрофон. И качество его будет не хуже, чем на нынешнем микрофоне. Начну с админформ. У нас есть Вова тестер, он будет помогать на себе тестить админформы. Создаю админформу и начну с 7 пункта /warn. Так как уже прошлые пункты я проверял, пишу его айдишник и причину, например, тест. Нажимаю далее и создается админформа. Хорошо, теперь просматриваю список и тут она есть. Выбираю, выполняю форму. И как видите, Вове выдался warn, но тут проблема, что в чат написала, что у него 0 из 3. Это я исправлю. В чем же была там причина? Объясняю. Варн выдавался Вове после того, как уже в чат написала. А количество варнов у игрока в чате пишется с нынешнего количества. То есть нужно, чтобы сперва варн выдавался, а потом уже писала в чат, что вот выдался варн. И тогда бы написала, что 1 из 3. Поэтому я это исправил и сейчас вам это объясню. Смотрите, я специально Вове сейчас сниму варн, так как хочу узнать, выдался ли он ему вообще. Но тут не пишет, сколько было, но ладно. Создаем админформу /warn и выполняем эту админформу. И как видите, Вове выдался warn и написал 1 из 3. Хорошо. Я уже добавил команду в AF onWarn, пишу Вовин айдишник и причина ошибка. Создаю админформу и просматриваю список. И выполняю админформу. И как видите, у него снялись варны. Теперь, я думаю, самая любимая команда для админов это команда /ban. Я пишу Вовин айдишник. Потом время в минутах, это я исправлю, это я брал текст с варна или смута, уже не помню, да, смута, наверное. Пишу количество дней 10 и причину тест, и создаю форму. После активирую ее и забанится его или нет. И проверяем. Ну, он по факту забанился, но почему-то его не кикает сервера. Вот я его кикну сам, но добавлю функцию кика уже при выполнении формы. И теперь команда VF /onBan, чтобы разбанить игрока. Я пишу сюда никнейм Вова тестер и причина ошибка. И создаю после этого форму. Теперь выполняю эту форму и надеюсь, Вова разбанился. А то на ком мне дальше админ формы и админ рекон проверять. И проверяю пункт команды /permban, пишу сюда Вовин айдишник и причину тест. Но почему-то она не создалась. Еще раз пишу Вовин айдишник и причину теста. Тут уже окно подтверждения появилось. И я смог создать админформу. Дальше я подтверждаю админформу и проверяем, да, Вову кикнуло и он забанился навсегда. Теперь к пункту логирования админформ. Это я сделал еще тоже очень давно для админов, чтобы они меня вот не тревожили. Вот так вот оно выглядит. Эти логи, в принципе, предназначены для курадора администрации и выше, но чтобы они сами, там, эти старшие админы, смотрели логи по админформам и меня не беспокоили, потому что я просто уверен, что этих логов будет много. И сейчас хочу показать, как должно выглядеть диалог окно информация о логе. Вот вам пример. Я там замазал IP-шник админа и все такое. Но больше и материала я и не делал, потому что там все скучно, да и постоянно замазывать IP, мне как-то лень. И хочу сказать, что я все же эти логи доделал, и ими можно спокойно пользоваться. Теперь к админ рекону. Сейчас он вот так выглядит. Я прописываю команду, чтобы открыть текст драйва админ рекона. И как видите, они вот так вот выглядят, то есть сильно растянуто. И к тому же это еще не все кнопки, которые я подготовил для админ рекона. После основного расставления кнопок я прописываю команду для того, чтобы увидеть кнопки. Как видите, вот так все кнопки будут справа выглядеть. Но тут вот, где я обвел, нужно бы чуть-чуть сблизить кнопки, потому что заметно большое расстояние. Небольшое такое вот совсем. Итак, снова прописываю команду /sinfo. И как видите, я еще кнопки слева добавил update, next, ref и exit. И кнопку hide. У вас, наверное, вот есть вопрос, зачем кнопка hide, если вот вообще в старом реконе Backrusha вот не было ее. В общем, я хотел, чтобы когда админ на нее нажимал, то у него вот этот вот интерфейс админ рекона скрывался, и там, например, тем же блогерам по проекту было бы удобно снимать, типа, слежку за игровым, потому что я не раз наблюдал то, что вот блогерам по Backrusha вот заметно, что вот иногда вот рекон попадает в видео, и это, не всегда вот приятно видеть, поэтому хотел вот сделать такую cool кнопку, но я вспомнил, во-первых, про команду Committed GUI, которая открывает весь интерфейс, и на Backrusha я думаю точно так же, поэтому я
Просто после уже убрал эту кнопку Hide и думаю, больше не добавлю. Итак, я захожу в слежку за Вовой, SP1, и как видите, уже при входе в слежку за игроком показываются кнопки, а не просто командой. И здесь проверка некоторых кнопок. Я нажимаю на статс и показывается статистика игрока. Я нажимаю на мут, и тут показывается мут. И можно выдать за метагейминг, например, мут на 30 минут автоматом. Однако плохо, что тут нет подтверждения своего действия, потому что можно случайно давать мут. Но ладно, я сам понимаю, что могу иногда давать по случайным обстоятельствам вот эти вот все наказания, но буду сразу же стараться их снимать, как и все админы, надеюсь. Я специально кое тэпнулся, и как видите, он что-то пишет, а пишет мутед. А слово мутед над игроком обозначает, что у него выдан мут. И еще проверяю вот эту вот кнопку мута, и другая причина, то есть своя. 10 минут выдал, и причина тест. Теперь проверка кнопки Agile. Я нажимаю на нее, и тут вот такие вот причины есть. В общем 9 пунктов. Я хочу проверить другую причину. Выдаю 10 минут и причина тест. И Вова садится в Agile, но у меня нет обновлений. Я думаю, в будущем я это добавлю. И сажу за Dead матч его. И как видите, ну, не обновилось, но он все же посадился в тюрьму опять же. Просто знаете, вроде как и на Black Rush даже осталась вот эта вот проблема, когда игрок спавнится или там, не знаю, садят его в тюрьму, то вот это вот поле пустоты появляется, ну типа какой-то вид. А хотелось бы, чтобы вот слежка за игроком обновлялась даже после того, как он заспавнится и так далее. Так что я надеюсь, в будущем я это смогу сделать или уже сделать, честно говоря, не помню. Как можете заметить, вместо кнопки HP вот снизу в правом углу появилась кнопка Slap. Я ее заменил, потому что думал, что так будет лучше. Я хочу проверить кнопку Ban, я думаю, он работает, потому что код похожий. Я спавню Вову по причине помощи, баг. И другая причина, но я не знаю, какая может быть еще причина. Ну, например, тест напишу, но у админа вряд ли такая причина будет. Теперь кнопка Slap. Проверяю Slap вверх. Но вниз проверил уже вне видео, потому что что-то я тут решил не записывать проверку эту на слаб вниз. Теперь Вова специально садится в машину, чтобы проверять последнюю кнопку, и это кнопка Flip. Для этого ему нужно как-то разбить машину, чтобы кар хп было меньше вот этого вот 1000. Как видите, он флипается, но чтобы его достать оттуда, нужна кнопка в get, ну точнее команда. Но кнопку, я думаю, в админ рекон и некуда добавлять в get, поэтому, ну, к сожалению, нет места даже. Вот он снес хп, вот видите, как хп там 547, я флипнул и стало 1000, работает. И на этом моменте видео подходит к концу. Ссылки на телеграм-канал проекта и на мой личный телеграм-канал есть в описании под видео. Подписывайтесь, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.